Всем большой привет! И вновь с вами Просто Барабаны. И сегодня я научу вас, как грамотно выбрать в магазине правильные барабанные палочки, а затем покажу, что делать, если у вас дома нет ударной установки, но вы хотите заниматься и продолжить то, о чем мы говорили на первом уроке. Ну а сейчас поговорим о том, как правильно выбрать палочки. Когда вы придете в музыкальный магазин, попросите, чтобы вам показали палочки барабанные с маркировкой 5А, чтобы у них вот здесь вот было написано 5А на самой палочке. Почему именно 5А? 5А палочки не такие тяжелые, не такие легкие, как, например, 2Б или 5Б или 7А. И наиболее оптимальный вариант для вас сейчас именно 5А. Это первое. Второе. Когда вам покажут палочки разных фирм с маркировкой 5А, не обязательно, чтобы это были дорогие барабанные палочки. Главное, чтобы они были не кривые, а ровные. Для этого берете любую ровную поверхность, любой стол и прокатываете вот так палочку. Видите, она не идеально прямая. Если взять другую, чуть-чуть поровнее. И так вот выбирайте себе пару. Видите, она играет немножко. Это тоже. Вот это поровнее. Откладывайте себе ее. Дальше. Вот это поровнее. Откладывайте себе. Это кривая палка. Откладывайте в другую сторону. Итак, выбираете себе столько, сколько вам нужно палочек. Дальше. Есть еще небольшой тест. Вряд ли вам это пригодится на практике, но палочки сами по себе звучат. Вот послушайте. Тын-тын. Ноту слышно. Это пониже. Ну, неважно, иногда они звучат совсем по-разному. Но это совершенно вам не обязательно. Просто скажу почему и как это бывает вообще, для чего. Как правило, дорогие палки подбираются пара к паре. То есть палочка к палочке, чтобы получалась равноценная пара. И взвешивают на весах цифровых, чтобы они весили одинаково и чтобы они одинаково звучали. То есть приходят палочки, когда в магазин, они уже подобраны попарно. Это касается дорогих палок. Что касается палок недорогих, а палочки колеблются в цене где-то от 60 до 400 рублей. Что касается палочек подешевле, там вы можете выбирать вот это вот сами и по звуку, и по ровности. И еще один небольшой тест. Смотрите, чтобы волокна дерева были продольные вдоль палочки, чтобы меньше было вот таких вот под углом, чтобы меньше было волокон, потому что они, ну, в этой части-то нет, но в этой части могут сломаться именно из-за того, что волокна идут чуть-чуть вот так вот под углом. Тоже к этому можете присмотреться. И еще один момент. Если вы выбрали дешевые палки, возьмите и посмотрите, какой будет оставаться след на этом дереве от вашего ногтя. Незаметно можете провести, сделать такую зазубрину, попытаться и пощупать. Если она глубокая, значит дерево довольно рыхлое, и она быстро разлетится у вас, эта палочка. Или сточится от железа, вот здесь вот, в этом месте. Они в основном тут и стачиваются, ну, как, например, вот эта вот палка. Это вот от хэта, от тарелок, все стачивается. Поэтому проверяйте плотность дерева нажатием ногтя.
И не берите те палочки, которые очень заметно продавливаются. Можете для сравнения взять какую-нибудь вот такую дорогую палку, попробовать сначала на ней в магазине, так незаметно. Если вы поняли, какая тут жесткость, почувствовали, возьмите другую, ту, которую вы хотите купить. Поймете, что есть в этом разница в дереве какая-то или нет. Ну вот, пожалуй, и все по выбору палочек. Итак, берем 5А. Можно с пластиковыми головками, можно с деревянными. С такими вот. Обычное дерево идет. Есть пластиковые насадки. Они лучше тем, что более долговечно. Не разлетается вот этот вот шарик, вот эта вот головка. Сейчас покажу как. Вот как вот на этой палке уже откололось вот тут вот на самом кончике. Откалываются вот эти вот деревянные щепки отсюда. Ну а с пластиковыми головками этого, конечно, не будет. Но она может тоже отлететь, эта пластиковая головка. И может отлететь так, что вы ее не найдете потом. Тоже так бывает. Ну, мое дело дать вам соответствующую информацию. А уж вы действуйте так, как получится. И еще хотел бы добавить по поводу приобретения палочек. Не покупайте какие-то необычные палочки, например, которые сделаны полностью из металла или с металлическими головками, или палочки, которые полностью сделаны из пластика какого-либо. Покупайте обычные деревянные палочки, максимум может быть с пластиковыми головками. Когда-нибудь несколько позже мы вернемся к вопросу разнообразных палочек, а именно подобных рутов, как они еще называются, всевозможных щеток. Но это, повторяю, будет значительно позже. А пока ограничьтесь покупкой обычных палочек любой фирмы с маркировкой 5А. К большому сожалению, придется отметить, что далеко не у каждого есть дома ударная установка. Или, скажем так, есть доступ к ударной установке, чтобы можно было заниматься столько, сколько он хочет. И тогда, когда он хочет. Есть масса выходов из подобной ситуации. Но сегодня в нашей рубрике «Экономик-класс» я покажу самый простой вариант. Для начала, наверное, единственный. Зато бесплатный. Итак, вы берете обычный стул. И вот это место, где спинка стула, у вас будет выполнять роль хэта. Но чтобы не стучать по дереву и чтобы не испортить стул, возьмите что-нибудь такое, чем можно накрыть эту спинку. Например, какую-нибудь старую куртку или любую материю. Но чтобы не испортить хорошую вещь, и стул, и одежду, лучше, конечно, подстраховаться чем-нибудь таким, что попадется вам под руку. И чтобы не было проблем с порчей имущества, ну, сделаем примерно так. Мне попался под руку альт. Но это случайно. Это может быть любая коробка от чего-нибудь. Или какая-то подушка там, или что-то такое. Но так, чтобы это не очень громко трещало, когда вы будете палочкой играть. Конечно, педалей в данном случае у нас никаких, видимо, не наблюдается. И те же самые грувы можно поиграть вот так. Ну или любые другие рисунки. Не в этом суть. Главное, что примитивный тренажер и имитатор ударной установки
у вас практически, не выходя из вашей комнаты, готов. И вот за таким импровизированным тренажером вы можете отрабатывать любые грувы и любые рисунки под тот же самый метроном и под ту же самую музыку. Тем более, что на первых порах занятий я не рекомендую вам сразу покупать какие-то дорогие инструменты. Для начала купите, как я уже говорил, палочки и обычный, даже может быть самый дешевый или который вам понравится, пэд для занятий барабанными палочками. В любом музыкальном магазине вам с радостью предложат на выбор несколько вариантов. Итак, палочки, пэд для занятий барабанными палочками.